В Таджикистане власть окончательно перестала скрывать свою цель — полное уничтожение любой политической оппозиции. В стране не осталось ни одного официально зарегистрированного оппозиционного движения. Все, кто пытался создать альтернативу нынешнему режиму, оказались либо в изгнании, либо в тюрьме. Какие оппозиционные движения подвергаются давлению? Среди наиболее известных организаций, попавших под жестокое преследование, можно выделить Группа 24 — независимое политическое движение, созданное предпринимателем Умарали Кувватовым. Власть признала его экстремистским и запретила на территории страны. Партия исламского возрождения Таджикистана, ранее легальная оппозиционная партия, которая после выборов 2015 года была объявлена террористической организацией, а ее члены были арестованы или вынуждены покинуть страну. Национальный альянс Таджикистана — коалиция нескольких оппозиционных групп, которая выступает за демократизацию страны, но фактически действует только за пределами Таджикистана. Кто такие группа 24 и почему их преследуют? Это движение, основанное в 2012 году, изначально заявляло о необходимости демократических реформ. Они требовали прозрачности выборов, свободы слова и прекращения коррупции. Но в Таджикистане даже такие заявления расцениваются как угроза режиму. В 2014 году основателя движения Умарали Кувватова убили в Стамбуле. По официальной версии, бытовой конфликт, но никто в это не поверил. После этого репрессии только усилились. Любая связь с движением стала поводом для ареста. Как власти оправдывают репрессии против несогласных? Официальная риторика остается неизменной. Все эти группы связаны с терроризмом. Они угрожают национальной безопасности. Они работают на зарубежные спецслужбы. Власть подменяет понятия, представляя любую критику как экстремизм. При этом оппозиционеры не имеют доступа ни к судам, ни к правосудию, их заявления не принимаются, их адвокатов запугивают. Как именно идет давление на оппозицию? Аресты, сфабрикованные обвинения. Любой, кто высказывает недовольство режимом, может быть обвинен в подготовке государственного переворота, экстремизме или даже шпионаже. Похищение и убийство за границей. Если оппозиционер уехал из страны, это не значит, что он в безопасности. За последние 10 лет несколько активистов исчезли или были убиты в Турции, России и других странах. Запугивание семей и родственников. Если человек сам уехал, но продолжает выступать против власти, его родственников начинают преследовать в Таджикистане. Увольнения, аресты, угрозы — все это стало обычной практикой. Но самым громким случаем последних месяцев стало исчезновение Сухроба Зафара. Сухроб Зафар — исчезновение в Турции и его последствия. Сухроб Зафар был одним из немногих, кто открыто критиковал режим Эмомали Рахмона. Он долгое время жил за пределами Таджикистана, понимая, что возвращение на родину означает неминуемый арест. Но даже это не спасло его. Кто такой Сухроб Зафар и почему его считали угрозой режиму? Зафар был не просто активистом, он был человеком, который знал, как работает власть. Он понимал схемы коррупции, знал, кто стоит за политическими репрессиями и открыто об этом говорил. Он рассказывал, как правительство манипулирует выборами, как независимые СМИ уничтожаются, а суды превращены в инструмент подавления. Последние годы он активно выступал с разоблачениями. В своих интервью он обвинял Рахмона в узурпации власти, в использовании силовых структур для запугивания народа, в использовании госбюджета для обогащения элиты. Он публиковал документы, которые доказывали, что крупнейшие бизнесы в стране контролируются окружением президента. За это его объявили врагом государства. В Таджикистане против него возбудили уголовное дело за экстремизм, хотя единственное его преступление — это слова.
Власти начали давление на его родственников, чтобы заставить его замолчать. Как и при каких обстоятельствах он исчез? В начале 2024 года Зафар находился в Турции, где у него был временный вид на жительство. Он часто выступал в независимых СМИ, публиковал расследования и выходил в эфир с критикой таджикской власти. Его деятельность была известна в международных кругах, его приглашали на правозащитные конференции. Но в один день он просто исчез. Никто не знает, что с ним произошло. Его телефон отключен, его соцсети заморожены, никто из его знакомых не может с ним связаться. Это произошло внезапно. Накануне он обсуждал предстоящие публикации, планировал новые интервью. Правозащитники уверены, его либо похитили таджикские спецслужбы, либо передали под контроль Рахмона. Это не первый случай. В 2015 году аналогичным образом исчезли несколько активистов. Многие из них позже оказались в тюрьмах Таджикистана, их судили по сфабрикованным обвинениям. Как международное сообщество отреагировало на его исчезновение? После его исчезновения организация Amnesty International потребовала Турции немедленного расследования. Было направлено официальное обращение в правительство Турции, но ответа не последовало. Европейские дипломаты выразили обеспокоенность, но официальной реакции от турецких властей пока не последовало. Это означает, что его судьба остается неизвестной. Члены его семьи обратились к международным правозащитным организациям с просьбой помочь, но власти Таджикистана игнорируют любые запросы. Почему этот случай важен? Пропажа Зафара — это не просто исчезновение одного человека. Это сигнал всем оппозиционерам, даже за границей они не в безопасности. Ранее такие же случаи происходили в России, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Власти Таджикистана используют международные связи для того, чтобы находить и похищать своих критиков. Но этот случай показал главное: Рахмон готов устранять оппонентов даже за границей. Теперь любому активисту, выступающему против режима, нужно задуматься, где можно быть в безопасности. Что ждет Таджикистан: усиление диктатуры или рост сопротивления? С каждым годом власть в Таджикистане становится все жестче. Любые намеки на недовольство подавляются еще на стадии обсуждения. Если раньше репрессии касались только активистов внутри страны, то теперь режим Рахмона перешел границы государства. Будет ли продолжаться давление на оппозицию? Пропажа Сухроба Зафара не первый случай. Еще в 2021 году власти начали международную охоту на всех, кто осмелился критиковать режим. Они используют связи с Турцией, Россией и даже арабскими странами, чтобы вылавливать политических противников и возвращать их в Таджикистан. За последние несколько лет десятки оппозиционеров исчезли при загадочных обстоятельствах. Кто-то пропадает без следа, кто-то внезапно объявляется в таджикской тюрьме с обвинением в экстремизме. Это стало системой. Сейчас в стране практически не осталось независимых политиков. Те, кто еще недавно высказывал свое мнение, либо уже за решеткой, либо уехали. Но даже за границей никто не может чувствовать себя в безопасности. Как преследование несогласных отражается на международном имидже Таджикистана? Мир привык считать Таджикистан авторитарным государством. Но теперь власть делает все, чтобы превратить страну в классическую диктатуру, где любое инакомыслие карается тюремным сроком. Ранее международные организации могли хоть как-то влиять на ситуацию. Однако сейчас Рахмон действует более жестко. Он понимает, что мир увлечен другими конфликтами, и теперь никто не будет вмешиваться в его внутреннюю политику. Репрессии вызывают осуждение, но не более того. Санкции против таджикского правительства никто вводить не собирается, а это дает режиму карт-бланш на любые действия. Они знают, что могут арестовывать, запугивать, устранять противников, и им за это ничего не будет.
Но может ли это привести к росту протестных настроений? Официально протестов в Таджикистане нет. Но это не означает, что народ доволен. В стране есть два пути: либо подчиняться, либо бежать. Именно поэтому с каждым годом растет число таджиков, покидающих страну в поисках лучшей жизни. Однако давление и страх не могут длиться вечно. Все больше людей видят, что власть действует только в своих интересах. Даже чиновники среднего уровня начинают понимать, что рано или поздно система сломает и их. Может ли это перерасти в политический кризис? Для диктатур самая большая угроза — внутренний раскол. Пока элиты чувствуют себя в безопасности, власть стабильна. Но как только внутри системы начинается борьба за влияние, это начало конца. У Таджикистана есть примеры других стран. Там, где люди долгие годы молчали, в какой-то момент начинался взрыв. Сможет ли режим Рахмона избежать этого? Пока его устраивает только одно — полный контроль и запугивание всех, кто не согласен. Но сколько еще это может продолжаться? Это главный вопрос, на который нет ответа.